FOSI-BOT F2400 зарядная станция, наверное, одна из лучших 2-киловаттных станций в своем классе. Объясню почему. Да, у нее не самые мощные показатели, не самый большой набор функций, но зато цена и соотношение цены и качества для литий-железофосфатной батареи с емкостью 2,048 Вт-часов и мощностью 2,4 кВт это просто-напросто отличная зарядная станция, которая поддерживает зарядку и от солнечной батареи, от машинки, от всего чего угодно. Поэтому эта пауэр-станция вот на канале Технозон с обзором. Поехали. Слушайте, ну начнем с того, что у нее есть. Это станция в простонародье ушастик, объясню. Она компактная. Иди показывай сюда, смотрите, что у нее есть. У нее в комплектике раз, и у нас тут есть хранилище, есть такой кабель зарядочки, есть вот такой вот для солнечных батареек. И хорошо, что не положили, потому что здесь XT90, не совсем стандартный выход. И есть вот такая вот автомобилка, одна, увидели, да? Закрываем вот это вот хранилище. Можно там, кстати, стопарик свой хранить. Теперь, из-за ее компактности и веса, они сделали охлаждение чуть-чуть по-другому. Они сделали вот боковые вот такие вот штуки. Они на пружинках, вы открыли, они раз открылись. То есть они должны быть открыты. То есть это специально для компактности сделали. Здесь у нас есть предохранитель. Есть у нас AC input для розетки и DC input для солнечных батарей и питание от автомобиля через XT90. Все вроде бы понятно. Здесь у нас 3 розетки свинки Пеппы. Вот таких вот замурованных. Все на кнопочках, само собой. И теперь спереди. 4 порта Type-C. Один из них сотка, 3 двадцатки, 20-ваттных. 2 порта Type-A Quick Charge. Большой набор. Есть переключение мощности зарядки, то есть от 1100 до 300 Вт. Для чего это сделано? Это сделано для того, что если, например, вы заряжаете его из какого-то источника, у которого нет 1,1 кВт, либо очень слабая проводка, то, конечно, вы можете это вручную регулировать. И регулировать с градациями. Например, вы заряжаете от какого-нибудь бензинового генератора, либо заряжаете от какого-нибудь инвертора, который выдает определенное количество ватт, либо вам просто не нужна шумная зарядка, потому что чем сильнее заряжаете, тем, конечно, шумнее будет работать охлаждение. Здесь это реализовано прикольно. При этом это одна из самых тихих пауэр-станций. Мы сколько не тестировали, огромного шума мы не достигли. Хороший экран, есть у нас освещение спереди, вот такой вот фонарик, при этом у которого есть моргалки, разные SOS и флешлайт можно выключить. И хороший набор DC-выходов. Смотрите, у нас есть 2 DC-шки 12 вольт 3 ампера, вот такого формата. Есть даже XT60 12 вольт 2,5 ампера и 12 вольт 10 ампер автомобильная зарядка. Круто, круто. И мало того, здесь есть еще и приложение для FOSI-бота. Это вот, честно говоря, я первый раз FOSI-бот. На F1200, на который мы делали уже обзор, ссылка в описании под видео, такого нет. И, кстати, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, конечно же, потому что вы пропустите дальнейшие наши вот такие вот интересные обзоры. И ссылки на эту пауэр-станцию я вам разместил в описании под видео с промокодом на интересную цену. Сейчас мы с вами перейдем, посмотрим, сколько она стоит и что нам заявляется сам по себе производитель. Подходит данная пауэр-станция для кемпингов, для рабочих условий, для домашнего бэкапа, для борьбы, допустим, с блэкаутами. Идеально подходит. 2 киловатта, отличная емкость. И при этом она одна из самых легких в своем классе, 22 килограмма. Поэтому переходим, посмотрим, потом потестируем и делаем выводы. Так. FOSI-BOT 2400 на фирменном сайте заказывал через MP-Shopping в Украину. Но на цену не смотрите, 879 это нереальная цена, потому что реальная цена на текущий момент с купоном GOP24, вообще актуальный купончик я размещаю всегда под видео, идете смотрите, она сейчас цена за 2 киловаттку, на секундочку, 759 евро. В соотношении цены 2 киловатта, пауэр-станция емкости, даже больше, чем 2 киловатта, и 2,4 киловатта мощности, это один из самых дешевых и крутых вариантов на литий-железофосфатной батареи. Поэтому цена 759, ссылка и купон в описании под видео. А давайте посмотрим, что нам заявляет наш производитель. Емкость у нас 2,048 Вт-часов, 2,4 киловатта мощность.
Ну, тут они тут много пишут Smart App контроль, 2 года гарантии. Можно купить с различными плюшками, типа солнечных панелей и тому подобное. Можно даже цвет выбрать, черненькая либо зелененькая. У меня зелененькая, мне так нравится, веселенький цвет такой прикольный. Вот они, видите, есть с солнечными панелями. Кстати, солнечные панели очень прикольно. То есть мы уже когда-то делали тест на F1200. Заряжают они от солнечных панелей отлично, с учетом того, что здесь не XT60 коннектор, XT90. То есть он, знаете почему? Потому что здесь она берет по мощности больше. И через XT90 они здесь заводят практически всю зарядку и автомобилку, и сами по себе солнечные панели. Но об этом сейчас чуть-чуть попозже. Так, дальше. 1,5 часа для полной зарядки, это с учетом панелей, сразу говорю. 3500, даже больше, чем 3500 циклов зарядки и разрядки до 80% емкости. Литий железофосфат, 500 Вт солнышко. И 1100 Вт у нас идет от батарейки. Слушайте, ну это вообще очень прикольно на самом-то деле. Мы здесь видим, что они нам предлагают заряжать. Конечно же, инструменты, ноутбуки, сколько раз. Но это все настолько индивидуальное, допустим, да, ну, то есть для чего оно подходит? Для путешествий. Допустим, Power Outdoor — это куда-нибудь кемпинг, то есть вы взяли с собой телефон и можете заряжать, ноутбуки, дроны, там, допустим, блендер, мини-холодильник, электрический гриль, например. Теперь домашний бэкап, это однозначно. Нет света, есть блэкаут, отключили все, подключили роутер, подключили котел, подключили холодильник, и все у вас работает. То есть на самом-то деле это очень все хорошо. Тут они даже делают, видите, такой интересный акцент, что резиной закрытые розетки, чтобы, не дай бог, влага не попала. Но и тут, конечно, есть вот этот вот момент с этими охладителями, которые нужно открывать, я вам уже показывал. И очень прикольно, что можно хранить все кабели в одном месте. Но с охладителями это они сделали для того, чтобы уменьшить ее размер. Потому что такой компакт в 2 киловаттах я вижу первый раз. То есть это вот чуть-чуть даже меньше, чем EcoFlow Delta 2 Max, по-моему. Да, то есть вот очень прикольно. Лампочка, это все мы уже поняли. А теперь смотрите. Ну, тут они расписывают. Это мы уже с вами тоже посмотрели. Я вам уже тоже рассказал. Переключатель вот этих вот зарядок. Вы сейчас видите вставочку, как мы переключаем. Все отлично. Заряжает от 1,1 киловатт до 300 ватт. Спокойно переключается. Очень удобно, если у вас, например, нет, например, нормальной проводки, либо где-то ограничены, либо заряжаете, например, от генератора, у которого там 700 ватт он мощности выдает. То есть здесь вы можете выбрать мануально вот этим вот переключателем. Чистая синусоида и, конечно же, приложение. Первый раз на FuzzyBot буду использовать приложение, потому что раньше я на FuzzyBot, например, на 1200 нет ни Bluetooth, ни тех же самых, допустим, Wi-Fi. Здесь есть и Bluetooth, и Wi-Fi. И тут они даже сравнение делают между F1200, кстати, мы делали на него обзорчик, очень неплох, он дешевый вообще, да не могу, там чуть ли не 400 евро стоит, с определенным купоном, и тоже ссылку вам и на обзоры, на F1200 закину в описании под видео, то есть и купончик тоже там будет, пойдете посмотрите. Тут, видите, есть разница, даже есть вот такой вот бэкапер F3600 Pro на 3840 ватт-часов, а это уже круто. То есть это уже такой полный домашний бэкап с большинством, то есть это и освещение. И у нас в студии, кстати, примерно такой стоит. Мы даже, у нас отопление, да, вот эти керамические панельки по 250 ватт. Тягает, нечего делать. Вот мы сейчас сидим, кстати, у нас с панелей все освещение идет от приблизительно вот такого вот FuzzyBot. Смотрите, емкость у нее 2,048, 2,4 киловатта мощность. Вот, кстати, вот 1200 ровно в 2 раза меньше все. Кроме зарядки. Зарядка тут 1,1 киловатт, зарядка на F1200 1 киловатт, кстати 2,2 киловатта на F3600 Pro, это очень неплохо. Теперь по солнышку заряжаться 500 ватт, 200 ватт на 1200, и тут литий железофосфатная батарея, есть Bluetooth и Wi-Fi, поддержка UPS. Насчет UPS, пожалуйста, сейчас вы видите, как мы включаем, выключаем розеточку, телевизор работает, все хорошо. То есть у него UPS очень быстрый, меньше 15 миллисекунд. То есть это подходит и для компьютеров, котлов, холодильников, любого чувствительного оборудования, которому важно, чтобы не было практических переключений. Конечно же, есть поддержка BMS. BMS-контроллер позволяет нам избежать короткого замыкания, переразряда, разряда, перезаряда, овервольтажа, оверампеража. Короче, вот вы там себе напридумываете вот эти все возможные опасности. Вот BMS это все нафиг нивелирует, короче, это классная тема.
Ну, 5 скоростей зарядки и ее размер. Весит на 22 килограмма. Кстати, фоззи-боты в своем классе самые легкие. F1500 весит всего лишь 11,5 килограмм. Это очень классная тема. Ну и можно купить в разных комплектах. И можно купить, кстати, вот F1200. Я вам сейчас покажу. На F1200 здесь тоже мы вот берем GOP12. Смотрите, 409 евро. 409 евро стоит на текущий момент станция через NP Shopping, через Польшу заказывайте. Доставка очень дешевая, еще и платить таможенные платежи не нужно. Поэтому очень все круто. Ребят, все, пошли тестировать дальше. В принципе, вы уже все увидели, а мы переходим и дальше. Тесты. Во-первых, у нас есть, пожалуйста, приложение. Здесь мы видим Total Input, мы можем управлять, смотрите, Total Output, мы можем управлять различными приложениями, например, не приложениями, а устройствами, да. Отключилась USB панель, включилась, AC Output можем отключить, DC, можем даже фонарик отсюда включать, пожалуйста. И при этом есть Always On, Source Mode, Flash Mode, то есть это все у нас работает. Отлично. В самих настройках мы видим остаток, конечно же, Device Name, мы видим, можно включить звук пиканья или выключить. Удаленное отключение, Energy Management имеется в виду, что у нас, видите, есть Discharge Limit, вот я бы, кстати, вам сказал, ставил бы 5% на лиферовых батареях, хотя они могут ставиться в ноль, вернее, разряжаться в ноль без вреда самим аккумуляторам, я всегда рекомендую ставить 5%. Свинцовые 50, там железно, а здесь я рекомендую 5%. Кстати, вот All Powers, насколько там многие там нравится, не нравится, но там правильно сделано, там 5%. Вот здесь вот я советую сразу говорить. И Charger Settings, то есть у нас здесь есть тоже, видите, есть Silent Charging, это значит, он будет медленный, расписание заряда, DC Input Type. Короче, у нас очень хорошее приложение, которое можно управлять. Даже есть Network Config, вы подключаете его к вашему роутеру. Если роутер подключен через него, и в режиме UPS он работает, то он будет всегда на связи. То есть, если, конечно же, у роутера есть выход, ну, либо он подключен сюда, тоже подключен оптический терминал. То есть, все здесь прикольно. Давайте с вами тестировать. Перво-наперво, конечно же, общая мощность. Это с помощью... У нас есть универсальный тестер. Эта штука у нас двухкомпонентная, вернее, двухпозиционная. Первая позиция — это киловатт. Пожалуйста, сейчас он пойдет брать киловаттик. Ну, 997. Норм, так и должно. 992, наверное, на текущий. Вот можем на экране смартфона увидеть 992. Хорошо мониторить. Если мы включаем вторую, то это у нас будет почти 2 киловатта. Вот он у нас такой вот есть номинальный, мы его и держим такой. Теперь будем здесь ориентироваться. Он в режим эконома. Мы можем сюда добавить, допустим, дрельку. 2,2. И 6,6. Она все держит. 2,4 киловатта честных мы достигли. При этом в перенапряжении она не ушла. Все у нас работает, все отлично. 2,4 киловатта честных. Поверьте, если бы вдруг было перенапряжение, то BMS-конвертер сработал бы и отключил бы у нас выход бы на AC-шку. Это все у нас отлично сработало. То есть, видите, сейчас 2,3, 2,4, все шикарно. Все, смотрите, здесь зелененькое, все тесты прошли. Давайте включим здесь, например, киловатт. Здесь включили киловатт. У нас здесь пошло 950 ватт и приготовим какой-нибудь горячий напиток. Да? Кто-то молоко не слил, да, из нее, но это такое дело. Но при этом это все работает, все отлично. Супер, ребят, просто супер. Power-станция честная, 2,4 киловатта держит, то есть к AC-розеткам у нас вообще никаких вопросов нет. Все. Ну, у нас сейчас там кофеварка, мы можем ее выключить, и, пожалуйста, она сейчас уйдет, она прогреется и выключится в ноль практически. То есть то, что останется у нас на работу инвертора. Теперь мы проверим с вами вот эти вот Type-C-шечки. Ну, это мы уже с вами показывали, как работает, вообще не вопрос. Мы проверим Type-C-шки, проверим Type-A-шки на честность. У нас всего лишь один порт Type-C Power Delivery 100 Вт. Ну, это вот, и, в принципе, обусловлено ее, скажем так, дешевизной. Давайте включаем вот этот вот блочок и смотрим сразу. 100 Вт PPS, пожалуйста, 20 вольт 5 ампер. Apple 5 вольт 2,4 ампера, DCP 5 вольт 1,5,
И у нас тут пошло Quick Charge до 20 вольт, кстати. Quick Charge 2, 3. Samsung HFC 12 вольт, FCP 12, SCP 40 ватт. Вот здесь вот все по максимуму. В отличие, например, от EcoFlow, у которого совсем все урезано по быстрым зарядкам. Вот эта штука, кроме Wooka, кроме, допустим, вот тех самых OnePlus, поддерживает абсолютно все. Так, давайте 20-ваттную теперь проверим. Давайте протокол Detection. Смотрим, что у нее есть. DCP, Samsung HFC есть. Сейчас ждем Quick Charge. Давай. Quick Charge нету на 20-ваттке. Показываем, как есть. Сейчас Power Delivery включится. Power Delivery 18 ватт. Сейчас мы реальные цифры с вами посмотрим. Давайте сотку дадим на нагрузку. На сотку. Для того, чтобы понимать, сколько мы реальных имеем. Включаем Power Delivery триггер. Включаем 20 вольт 5 ампер. И давайте дадим немножечко ей нагрузку. То есть мы должны понимать, что данная пауэрстанция нам подойдет. Сколько там уже? 34, да? 35. Давайте, поехали дальше. 42. 50, 60, 70, 80, 90, 100 ватт, 102 ватта честных. Честная пауэрстанция. Здесь вообще 117 с учетом инверторов, которые работают. То есть, чтобы вы понимали, то, что мы даем чистую нагрузку, плюс вот эта штука еще берет нагрузку, плюс инвертор внутри. То есть, абсолютно честная пауэрстанция, при этом она держит 20 вольт. Она держит чертовы 20 вольт. Ну, вот теперь расскажите мне. FuzzyBot — это отличный вариант за свои деньги. Вообще отличный. Давайте, мы сейчас еще один тест проведем интересный. Так, 20-вольтный порт включили, 12 вольт 1,5 ампера. Давайте дадим нагрузочку. У нас здесь должно быть 20 ватт. А ну-ка, включаем 20. 20 честных есть. Держит 20 ватт. 20 ватт и пошло на спад. Есть защита у нас от перенапряжения. Смотрите, как это реализовано. Вот она дойдет сейчас до 20 ватт. Смотрите. Вот сейчас вот 20 ватт мы дадим ему. Ну-ка смотрим. 18, 19, 20. 20 есть. Если я даю больше, видите, раз ушло вниз. Поэтому пауэрстанция по нашим Type-C-шечкам отлично работает. Давайте Type A проверим Power Detect. Мне интересно, что у нас там получится. Кабель. Это, кстати, порты Type A, они перевернутые, чтобы вы понимали. То есть они не разрезом вниз, вернее, не разрезом вверх, а разрезом вниз. Ну, это такое дело. Чисто особенность. Смотрим, что у нас есть на Type A. Давай словим вот так вот. Давай. Так, не видно? Так, Quick Charge до 12 вольт 2 и 3. А ну смотрим, Samsung HFC 9 вольт, Huawei FCP 9 вольт, Huawei SCP. Короче, да, есть у нас протоколы быстрой зарядки. Все супер. Все супер. А ну, знаешь, что самое интересное? Что пауэрстанция действительно прикольная. В плане того, что ты ее слышала? Вот на 2,4 киловатта. Ты ее слышала? Ну, кроме того, что вот эта штука жужжала. Вот мы 2 киловатта даем, и она работает. Когда включается охлаждение, кстати, здесь появляется индикатор. На текущий момент пока что охлаждение не включилось. Ждем. Все, пошла работать, но она тихая. Ой, да, точно, я смотрела, как она включилась. Да, она тихая. В том-то и дело. Одна из тихих пауэрстанций 2 киловаттных. Вот в чем фишка. То, что у нас вот это все честно, тут сомнений нет. Это DC-шки 12 вольт 3 ампера. Давайте выключим нашу вот эту штуку. 12 вольт 3 ампера, вот такие вот DC-шки. Есть у нас вот такой вот XT60 выход 12 вольт 25 ампер, кстати. И 12 вольт 10 ампер автомобилька. Кстати, сюда можно еще добавить еще одну быструю зарядку, например, через автомобильный какой-то переходничок. Ребят, давайте перейдем уже, сделаем выводы по этой пауэрстанции. В качестве выводов скажу, очень крутая станция. За свои, то есть за такие деньги, найти пауэрстанцию такого класса достаточно тяжело. С учетом того, что я ее еще и купил в Европе за вменяемые деньги за 759 евро, хотя цена может быть еще ниже, с учетом купонов, которые мы размещаем в описании под видео. За 2 киловаттку, вдумайтесь, то это вообще просто топ. Мы ее однозначно рекомендуем. Вот просто одна из топовых в своем классе. FuzzyBot F2400. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.